Здравствуйте, мои любимые, замечательные подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за вашу поддержку, за ваши лайки и комментарии. Спасибо вам. Тема сегодняшнего расклада – гравитация сердца. Для кого-то стала магнитом, способным изменить траекторию жизни. Расклад, как обычно, будет сделан по специальной схеме, состоящей из 5 вопросов, которые будут озвучены сразу же после сигнификации. И в конце расклада в качестве бонуса будет совет психолога. Надеюсь, он будет вам интересен, полезен, поэтому досмотрите видео до конца. И, пожалуйста, пишите любые вопросы, с которыми вы сталкиваетесь в вашей жизни, на которые вы бы хотели иметь ответ профессионального психолога. На все заданные вами вопросы вы обязательно получите ответы в моих видеоконсультациях. Магнетизм нельзя подделать. Его нельзя вот включить вот так по желанию. Это то, что либо есть оно, либо его нет. И в вас это есть. Та самая невидимая гравитация, которая заставляет мужчин, вот это вот притяжение ваше, оно заставляет мужчин оборачиваться вам вслед, даже если они очень-очень заняты. В вашем мире появился человек, чей внутренний компас окончательно сломался. Он думал, что управляет своей жизнью, пока не встретил вас. Теперь его тянет к вам, вопреки логике и здравому смыслу. Он ваш заложник, притянутый невидимой нитью, которую вы даже, может, и не пытались закидывать. Давайте узнаем, кто попал в ваше это силовое поле и почему для этого человека вы стали единственным центром Вселенной. Сейчас делаю вашу сигнификацию. Какая девочка пришла на расклад? Прям песня Цоя в голове. Перемен. Мы ждем перемен. Тут прям женщина, которая стоит на пороге каких-то перемен в своей жизни. Хотелось бы вырваться из каких-то ограничений. У кого-то это ограничение какой-то уже налаженный какой-то ритм жизни, но хотелось бы прыгнуть выше, планочку поднять, может быть, тот самый квантовый скачок совершить. У кого-то материальные ограничения, хотелось бы чем-то, может, порадовать себя, может, близких. Ну, каждого свое. Так. Женщина, которая может любить и привыкла это свое сердечко открывать, но не обязательно для мужчин, партнеров. Тут, в принципе, вы придете на помощь, поддержите, тут открытое сердце. Но, несмотря на это все, вы уже и научены горьким опытом, научились защищать себя. Может быть, опять-таки, начали ценить свои вложения в других людей. Может быть, вас научили эти же люди где-то защищать себя, свои рамочки, границы отстаивать. Может быть, учитесь в процессе говорить «нет», не объясняя почему. Показано ваше какое-то неустойчивое положение сейчас. У кого-то это касается, опять-таки, это ваши попытки отстоять себя, умение где-то противостоять, может быть, даже каким-то людям, чему-то мнению, да, может, авторитету чему-либо. У кого-то это связано, вот тут карта утрата, потеря, смотрите, какой-то мужчина, ну это фантом этого мужчины, вас как будто бы держит за горло, да, то есть из этих карт мы видим, что в вашем поле присутствует этот фантом. На самом деле этого мужчины, ну может он, не то что там его на физическом плане нет, он далеко где-то, может быть и не очень далеко, да, ну то есть ну, он не совсем рядом с вами, да, может быть, у него там своя жизнь, он проживает там свою какую-то налаженную жизнь, а вы свою пытаетесь проживать, у кого-то тут уже и мужчина другой, но вот это воспоминание, да, вот это какая-то любовная история с этим мужчиной связана, вот опять-таки, как будто вас не отпускает, и вы мало того, что вас он за горло держит, тут этот фантом, тут еще и вы его рукой придерживаете. Для многих эти воспоминания, они могут быть приходят во сне, накрывают. Вы думаете, я уже исцелилась от этого всего. Я уже забыла. Я уже не хочу даже вспоминать, многие говорят. Хочу жить новой жизнью, с новым мужчиной, может быть. Но
Ну, вот это неустойчивое положение говорит о том, что, ну, хотеть-то, может, вы и хотите, но по факту, как остаточные явления еще периодически накрывают. Может быть, всех мужчин последующих сравниваете с этим. Может быть, там, ни с одним из последующих мужчин у вас не было таких прямо ощущений, которые вы проживали, когда находились рядышком с этим мужчиной. У кого-то прям так, вот это воспоминание, оно, получается, не ушло никуда. Оно и накладывает отпечаток на все ваши отношения, нынешние, и, может быть, те, которые будут даже в перспективе. Как-то так. По карте компас старайтесь двигаться дальше, пытайтесь разобраться в самой себе, может, в этой ситуации, да, может быть, старайтесь избегать даже таких в будущем ситуаций. Как будто бы, знаете, как вот старайтесь, в прямом смысле у кого-то как это, очищение, оздоровление, как будто бы переболели вот этой любовью какой-то, у кого-то это просто какая-то печальная история. Вы говорите, надо двигаться дальше. По карте компас я стараюсь найти пути выхода из этой какой-то тяжелой ситуации. Вот сложилась такая ситуация, да, вот так. У кого-то тут прям вот эти карты, сердечко, это, и тут же показано вас с этим каким-то мечом, мачете наперевес, да, вы держите. Это история о том, что женщина пострадала от своих где-то, может, даже наивности, может быть, от этого желания любить, отдавать всю себя, растворяться в любимом человеке. Ну, правильно, по-другому как? На то она и любовь, когда, ну, ты не можешь там взвешивать на весах, сколько этой любви дать любимому человеку, да. Ну, тут как-то так мне показано. Где-то, может быть, вы сами как загнали себя в ловушку, в клетку какую-то, да, у кого-то это клетка ожиданий в любовной сфере, знаете, у кого-то вот идеализация, да, мужчины или взаимоотношений, а у кого-то это просто вы хотели быть счастливой, да, и надеялись, что в ответ будет то же самое, те же самые проявления какие-то. Мне как-то так вас показали. Но первая самая карта говорит о том, что вы уже созрели для того, чтобы перелистнуть какую-то вот эту страничку вашей истории, вашей жизни. Да? Тут уже осознанная женщина, уже хватит пребывать в таком состоянии подвешенном, неустойчивом. Хватит уже небеса вам говорят, иди дальше. Ну, вы тут и ищете пути. Во всем вы уже тут готовы идти дальше. Такая ваша сигнификация. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, для кого-то стало магнитом, который может изменить траекторию жизни, да, какого-то человека. Итак, смотрим. Суть твоего магнетизма, за счет чего ты притягиваешь людей вот в это конкретное время, да, вот сейчас, за счет чего притягиваете людей, что у вас такого волшебного, за счет чего вы притягиваете людей. Следующее, кто этот мужчина, который прям залип на вас, какой-то товарищ показано. Кто этот мужчина, который наиболее сильно реагирует на твою энергию сейчас? Что это за мужчина? Адрес, фамилия, явки, пароли. Что это за мужчина? Может, это ваш друг какой-то. Так, да что ж такое? Это свобода. Как он пытается бороться с этим притяжением и почему боится сдаться полностью. Мне тут выскочила карта свобода. Боится потерять свободу. Боится каких-то ограничений. Какой-то очень свободолюбивый товарищ. Прям карта выскочила. Как он пытается бороться с этим притяжением, почему боится сдаться полностью. Боится, что его закроют в клетку. Посадят. Так. При каких обстоятельствах этот магнит сработает максимально сильно, и вы столкнетесь лицом к лицу? Может быть, какая-то ситуация будет, да? Не знаю, что вам покажут. Следующее. Совет карт.
Как тебе управлять этим влиянием, чтобы не обжечься самой, дабы не пострадать вам самой? Как этим управлять? Этим влиянием. Первое. Начинаем. Суть твоего магнетизма. За счет чего ты притягиваешь людей в данное время, вот сейчас. Ух тышка. Ну, самое первое мне показали, вот вы когда начинаете там, коммуницировать с кем-либо, тут не обязательно мужчины, женщины, они видят вас женщиной прекрасной, которая может их 100% понять, разделяет их интересы, как в зеркало смотрят. То есть вы тут и отличный психолог, и я думаю, вы очень искренняя. И люди вот это вот считают в первую очередь. Добрая, искренняя, при этом у них четкое понимание того, что они с вами разговаривают на одном языке, что вы можете понять их там какие-то, не обязательно беды, там их какие-то, может быть, даже философские рассуждения. При этом они видят вас женщина интересно, тут они видят вас женщина, которая прожила многое, может быть, даже утрата, боль какая-то в жизни у вас была, то есть опыт. Не просто там, вы знаете, как-то там вежливо улыбаетесь и типа поддерживаете беседу. Они видят в ваших глазах уже, может быть, даже боль от каких-то утрат. Ой, потерь, разочарований, да, вот у кого-то в любовной сфере, у кого-то это утрата близких, родных. Это вот тут, вот, повторюсь, это все о вашей искренности, даже о мудрости вашей, осознанность. Вот за счет этого вы притягиваете. При этом карта одиночка, кольцо, печаль и карма. Ага. Кстати, кто-то может там, ну даже, давайте я не буду тут сужать, ну хотя тут больше нам про мужчину, да, ну давайте так. Мужчина может понимать, как считывать, что вы можете быть и замужем, и в отношениях с кем-то. Карта кольцо все-таки мне об этом говорит. Но отсчитывает карта одиночества. И тут карта печаль. Как будто бы вы не очень счастливы во взаимоотношениях. Как будто бы, ну вот именно вам, вот нет той какой-то эйфории, он не считывает в ваших глазах вот этого счастливого блеска там, или, может быть, там, как-то так он понимает, что вы можете быть действительно там, повторюсь еще, в законных взаимоотношениях, но при этом, может, домой не особо стремитесь, спешите, может быть, какая-то там горькая там улыбка у вас, может, не знаю, на лице появляется в связи с, может быть, с разговором о замужестве, там о каких-то любовных историях. Вы можете быть очень доброй, искренней и действительно радоваться за других людей, но при этом этот человек вот какой-то вот, который смотрит на вас, он почему-то считывает, что, а я думаю, какой-то есть стих, стихотворение, я уже не помню, но типа, а я думал, что вы счастливая, да, что-то такое, как будто бы первое впечатление, там, красивая, яркая, но при этом одинокая и как будто не особо вот в личной жизни счастлива. Но где-то такое ощущение, как будто бы вы уже смирились даже с чем-то, приняли это как карта карма, как где-то как своя судьба, как будто бы, ну, знаете, ну так и так. Ну что-то мне вот как-то так вот. Знаете, и тут опять повторюсь, вас считывают, кстати, вот если мы смотрим по поводу мужчин, тут прям мужчина может, магнетизм, он считает вас чуть ли не своей второй половинкой. Угу, какой-то такой мужчина. Тут карта близнецовых пламен, пламена, да, тут и кармические уроки, и учителя кармические, все сюда. Тут непростая женщина. Женщина, которая вот неспроста мне встретилась, я тут прям смотрю в ее глаза и вижу как свое отражение. Ну, в прямом переносном смысле, вы поняли. Да, так как-то какая-то глубина у вас считывается. В любом случае, как будто с вами пообщаешься, и ты понимаешь, что с вами и интересно, и поучительно. Тут женщина и привлекательная, и мудрая, тут все вместе. Но опять-таки такое основное, как будто вы разговариваете на одном языке. Кто же этот мужчина, который наиболее сильно реагирует на твою энергию сейчас?
Ох ты, ё-моё, чё это началось? Ой, созависимые какие-то отношения, зависимость, карта штурвал, карта страх. О чем это? Давайте так. Ну, мужчина какой. У кого-то, девочки, ну, я могу это прочесть как мужчина зависимый. Ну, у кого-то, у каждого из нас там какие-то свои, конечно, тараканы, динозавры, да, но тут такой мужчина и скорее всего, залип на вас, но тут могут быть пороки зависимости тоже. Проблемный может быть такой быть мужчина. Ладно. Кто этот мужчина? Кто этот мужчина? Покровительство высших сил. Вот знаете, что мне по этим картам как идет? Мужчина, который, может быть, руководствовался то ли выбором своей профессии, то ли в принципе какие-то поступки он совершал тут осмысленные, руководствуясь благими какими-то намерениями, может быть, нести заботу, там, помощь какую-то оказывать людям. У кого-то это прям как миссия, я там, ну, не знаю, там, доктор пожарный, у кого-то полиция, да, вот это что же как своего рода помощь, да, кому-то может быть. Но тут будто бы он настолько разочаровался в свое время в этих своих благих намерениях. Вот тут вот это такой подарочек, как свинью подложили. Знаете, как разочарован вообще чуть ли не во всем человечестве. Вот мне такое идет. Хотя, повторюсь, род занятий может быть связан с помощью людям. И он в свое время был, наверное, таким светлым, добрым человеком. Но что-то тут пошло не так. Сейчас этот мужчина довольно-таки агрессивный. Агрессивный отчасти еще почему? Потому что он не получает желаемого. Где-то это, думаю, связано с вами тоже отчасти. Может, залипает на вас, но тут такое, как будто бы он не может получить вас. Или особо как-то проявиться не может. Тут какая-то агрессия. При этом штурвал, страх. Вот так мне опять по этим картам, как будто бы он как на развилке на какой-то находится. Тут и разочарование может быть в своей какой-то профпригодности. У кого-то это в принципе желание изменить свою судьбу. Штурвал — это как управление судьбой. Очень много страхов. Туда я иду, не туда. Ощущение, что явно что-то я делаю не так. Куда-то не туда иду. Вот тут что-то такое. Тут и может касаться и отношений с вами. Ну, если это отношения. Это всего лишь своего рода как тяга, притяжение, да. Может, это и даже и отношениями не назовешь. Тут, в принципе, у него как кризис какой-то, да. У кого-то кризис среднего возраста, у кого-то тут профессиональный. Все вместе сошлось, да. Вот, какие-то личностные кризисы. Не знаю, что тут страхи, с чем связано. Но опять стабильность. Касается как-то стабильности. Может быть, зарабатывание денег, перспектив каких-то. Он понимает, что так как раньше он, ну не факт, что это его устроит. Тут как будто бы он понимает, что там, где он сейчас находится, нужно как-то применять какие-то, у кого-то это креативно как-то приспосабливаться, да, к тому, куда он попал и где он находится, вот скажем так, вот это больше как с профессией с какой-то связано. При этом вокруг него очень много карта крысы, подлость, то есть то ли коллеги какие-то такие, знаете, тоже могут идти по головам, подставы какие-то, то ли его как вынуждают, если он хотел бы преуспеть в этой профессии, допустим, у кого-то там профессия, он тут юрист, да, то он сталкивается с тем, что тут какие-то такие, допустим, ему дела подсовывают, где он должен в воздухе перебываться, приспосабливаться, может быть, идти на сделку с этой своей какой-то совестью, но при этом перспектива зарабатывать деньги есть. А он как бы не совсем вообще к этому готов. Вот допустим, да, ну и, соответственно, вы параллели какие-то можете, в зависимости, какая профессия провести. Как-то так. Ему хотелось бы по-другому как-то проживать. Да, он хотел бы другую дорогу протоптать. Может быть, реализовать себя в чем-то другом. Тут человек в глубинном каком-то кризисе, действительно. Все вместе как будто бы. А ну давайте я спрошу.
Это мужчина ваш коллега? Это не совсем. Что это? Кто это? Ваш бывший кто-то? Какой-то мужчина, может быть, тут как если бывший, как кто-то, то или не сложившийся бывший. Тут медведь, он несет ответственность уже за что-то. Свободен, что? Ну, спрашиваю, не свободен, карта трио. Есть кто-то еще во взаимоотношениях? То ли вы не свободны, то ли у него тут 100% кто-то есть. Ну, так как вот тут карта медведь, это часто у меня проигрывается мужчина, который уже взял ответственность, там, не свободен. Ну, так вот. Что вышло, то вышло, девочки. Так, насчет тут коллеги не совсем уверена. Как-то странно, если коллега, то почему-то он себя чувствует каким-то как униженным. Может быть из-за того, что то ли он не может, ну он не может как дорожку, то ли к вам протоптать, то ли как-то контакт этот как-то наладить. Как какое-то бессилие. Не ощущает он себя каким-то ресурсным, таким вот интересным. Даже не могу понять, какой еще этот мужчина. Ну, мужчина, который как минимум был в отношениях, уже семья, карта гроб, семья, то ли разведен, то ли он на пороге этого развода. Вот посматривает по сторонам, карта воровства, где-то на стороне, может, вот смотрит, хотелось бы где-то что-то, может, подпитаться энергией, какую-нибудь любовную историю. Почему? Потому что вот там, где он находится, в общем, или находился, вот семья, взаимоотношения, он как с связанными руками, как в темнице находился. Как-то так институт брака для него сравни тюремной какой-то камеры, не знаю, что-то так, девочки. Так интересно, конечно. Такой мужчина какой-то. Ну, давайте так, разочарован, что-то он так в семейных каких-то этих взаимоотношениях в институте брака, да. Как он пытается бороться с этим притяжением и почему боится сдаться полностью? Токсично. Черное-белое, павлин, расставание, вера, род. Ух ты. Как он пытается бороться? Почему боится сдаться полностью? У кого-то, давайте так, у кого-то тут род, семья боится сдаться полностью. Ну, понятно, уже не свободен, да. У кого-то, ну и вера, все-таки он, может, дает шансы, там, если у него в семье проблемы, дает шансы себе еще, может, своей семье, там, что все наладится, да. А как он старается бороться? Это хреново у него получается, на самом деле, ему плохо по карте токсично. Где-то он пытается даже эту тягу какую-то закамуфлировать. Тут показывает себя, какой он ресурсный, красавчик по карте павлин. Может даже позволять себе какие-то траты, дабы компенсировать вот эту вот нехватка, может быть, нехватка наполнения, да, в эмоционально-чувственной этой сфере, вот нехватка ему так бы хотелось, может, там, пообщаться с вами ближе, наполниться этой энергией, во всех смыслах сблизиться, но он в силу разных причин не решается, да, вот тут. Ну, у кого-то еще, повторюсь, вот взаимоотношения, у кого-то тут недавно расстался он с кем-то, тоже не готов. Тут может мужчина баловать себя по вот этой карте павлин, позволять себе какие-то там элементы, уже не знаю, там, ну типа роскошной жизни. У кого-то это там очень дорогая брендовая там одежда, какие-то марки машин, которые не совсем ему, может быть, даже и по карману, там отдых какой-то, который также не совсем там, не совсем он может себе позволить, но по факту он как сам себе доказывает, там, я могу, я ресурсный. Это как компенсация какая-то, опять-таки. Недостаток каких-то эмоций положительных, вот. Тут человек пытается компенсировать материалкой, вот мне так идет. Ага. Следующее. При каких обстоятельствах этот магнит сработает максимально сильно и вы столкнетесь лицом к лицу? Ух ты.
Ой, это ж карта сюда же. Это первая она получается, да? Да, вот так вот. Ой, девочки, я не удивлюсь, если тут опять трио, треугольники, третьи лица. Ну, знаете, тут карта счастья, ваша карта. Так, коса, память. Фух, не знаю. Если у кого-то это действительно тут может проигрываться, там, у кого-то, если это рабочие взаимоотношения, то я не удивлюсь, если тут, допустим, или его там женщина, девушка может каким-то образом еще то ли появиться на этой работе, на вашей, да, где-то вы пересечетесь, или может быть ваш мужчина как-то. Как-то тут третьи лица, при этом можете вы быть замужем, он не свободен, но при этом какой-то тут такой вот, даже не могу понять, какой-то нюанс такой какой-то. С одной стороны, вроде бы он за вами как и наблюдает, он рад вас видеть, рад вас видеть, восхищается вами, вы для него вот муза. Может быть, даже благодаря этой энергии у него тут временно и в личной жизни дела идут неплохо, как счастье вы даете ему, вот как глоток свежего воздуха, общение где-то с вами, общение, наблюдение за вами. Но при этом странные такие карты. Так, расчет, память. Коса, расчет, память. Не знаю даже. У кого-то тут почему-то мне показано, как материально вы можете каким-то образом, если это опять-таки рабочие взаимоотношения, взаимовыгодные какие-то. Может, вы ему какой-то там род, уже не знаю, деятельности, вы там что-то как не знаю, что вы тут объем работы какой-то для него можете выполнять, и он для вас тут в свою очередь также может быть как выгоден, вот этот человек. Если это отношения из прошлого, да, то вас выгодно, я не знаю, тоже опять-таки почему-то как будто бы, ну, выгода, расчет, денежная сфера. Тут странно как-то. Столкнетесь лицом к лицу. Тут даже вы можете быть заинтересованы в чем-то. Он может быть вам полезен во всех смыслах, этот мужчина. Тут, знаете, у кого-то прям может случиться такая ситуация, где вот вы сейчас даже не подозреваете. Тут порхаете, как птичка, своей жизнью живете, счастливы по-своему. А тут может произойти какая-то ситуация, где вы остро почувствуете там необходимость обратиться к этому человеку, хотя сейчас вы думаете, да нафиг, я в жизни никогда к нему не обращусь, и вообще мне ничего от него не нужно. А тут-то какая-то ситуация может случиться, сложиться, что, ну, придется к нему обратиться. Вот не знаю уж, как-то так, вот как-то пересечетесь, и он будет тем самым, у которого вы то ли совета попросите, у кого-то это прям материально какое-то взаимодействие. И тут чуть ли не вы тоже будете в этом заинтересованы. Вот так вот мне идет. У кого-то это, если вы это из прошлого, то опять-таки это может какой-то разговор, вспомните, карта память, прошлое, все хорошее. Так даже, да, но это как будто бы не скоро. Или же у кого-то тут вообще может быть, знаете, как на старые дрожжи. Разговор, допустим, вы разошлись с мужчиной, с которым когда-то давным-давно, может быть, вместе там проживали, у кого-то даже детки могут быть общие. И тут эти, кстати, детки или пример просто, как будто бы будущее этих деток может стать этой причиной разговора. Тут можете вспомнить прошлое, какие-то ваши общие там мечты, может быть, по поводу, опять-таки, реализации будущего детей или вашего даже. Тут вот так даже может быть. Тут, ну хорошо, даже если мы отбросим в сторону, что вы с этим мужчиной могли быть настолько в тесных каких-то взаимоотношениях, там, то тут в принципе какой-то разговор может касаться вообще каких-либо людей из вашего прошлого. Вот это как может вас объединить. Что-то такое. Причем мне вот не идет такое, что и вам выгодно с этим человеком взаимодействовать. Мне так как-то показали.
Как тебе управлять этим влиянием, чтобы не обжечься самой? Подарок. Плачет ребенок. Сокровище. Алкоголь и безумие карты. Ну, девочки, давайте так. Я вам хочу сказать, у кого-то вы прекрасно будете понимать, какое влияние вы оказываете на этого мужчину. Это, знаете, как прям вспомнила Маугли, да, это питон огромный, да, Куа, и он, идите ко мне, бандерлоги, да, вот прям вот в какой-то такой магнетизм. Но вам говорят, вы не будьте тут слишком самонадеянной и не увлекайтесь сильно. Тут карта ребенок, с одной стороны, ребенок может увлечься, да, и посчитать себя таким подарком, и кайфовать от этого, и где-то может даже кого-то, знаете, как понести. В плане, ну, вы поняли, да, мы можем иногда себе позволять какие-то вольности, лишнее что-то, когда особенно мы видим это восхищение в мужских глазах. У кого-то так может даже сработать. И вам говорят, не нужно. Не будьте полностью как ребенок, будьте искренне как ребенок, да, но при этом не то, что там будьте продуманней, а дальновидней более, да, как-то так мне. Вы сокровище, вы, конечно, сокровище для этого мужчины, но тут дальше карта алкоголь, безумие. Это история о том, что все-таки прежде чем, может быть, флиртовать с этим мужчиной или кайфовать от этого своего, знаете, вот ощущения, что этот мужчина полностью в ваших руках, да, там, или вы видите, как он там поплыл, как мороженка. Подумайте, а для чего вам вот это вот, может быть, самоутверждение, для чего вам, может, это как сатисфакция, да, там, я же не знаю, галочку себе поставить. Вам говорят, пожалуйста, не надо этим сильно увлекаться. Ни к чему хорошему это не приведет. Ну, уважайте все равно других людей, да, даже если они полностью в вашей воле оказываются. Даже если вам захотелось там уж правда как сатисфакцию получить или самоутвердиться, или доказать что-то ему, ну, мне кажется, будьте милосерднее и гуманнее. И дружите. Дружите со здравым смыслом все-таки, да, в первую очередь ради себя. Вот как-то так мне идет все-таки. Потому что тут некоторых может прям понести вот это ощущение, мной восхищены, тут я такой подарочек, и сами от себя кайфовать можете. Ну так и должно быть, вы сами от себя должны всегда кайфовать. Но опять-таки не злоупотребляйте этим всем. И совет психолога: мы притягиваем тех, чей внутренний дефицит совпадает с нашим избытком. Вот вы тут солнышко, вы тут подарочек, да, от вас цвет исходит. Психологически вы магнит для тех, кто ищет цвет, опору или смысл. Мой совет: следите за тем, кого вы притягиваете. Быть магнитом – это ответственность. Это то, о чем я говорю. Это ответственность, девочки. Выбирайте для своего поля тех, кто готов не только брать, но и усиливать ваше сияние. Удачи вам во всем, девочки. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.